Друзья, всем привет! Сегодня обучение по массажу тела. Сегодня как раз практика, потому что у меня теория на обучении на очном и также в онлайн-обучении все время идет с практикой. Вот мы отрабатываем. Я показываю движения некоторые, так как видите, группа небольшая. 3 человека сегодня, максимальное количество человек на очном обучении 4. И вот мы отрабатываем, кто-то страдает, да? Хорошо? Было чувствительно. Сейчас уже адаптировалась, да, немножко. Вот сегодня Алена в роли модели, но она также и в роли участника тоже будет потом отрабатывать движение. Кристина и Роман. Кто-то работает, кто-то пока еще не очень работает. Но здорово, что есть цель, что есть желание и что классно получается на самом деле. Да, чуть-чуть. Да. Смотрите, здесь все движения на задней поверхности ноги можно делать в стороны, а здесь на икре, наоборот, можно делать вверх. Это будет мышцы как бы расслаблять и улучшать такой дренаж. Здесь все в стороны, а на передней поверхности бедра, наоборот, мы будем делать вверх. А здесь пошли вниз. Это не является ошибкой, то есть вверх, то, что вы поднимаете. Но посмотрите, попробуйте, может быть, будет более комфортно, если вы будете делать в стороны, чем здесь, ну, как бы вот так поднимать мышцу. С мышцей можно как угодно работать. Просто попробуйте что-то, ну, то есть такой вариант тоже. Больно? Послабее чуть-чуть. А чем больше масла получается, тем более глубоко. Вы же чувствуете, Ален, да, что вот я нанесла масло, попробуйте, Кристин, сделать, и сразу более чувствительно, да, становится, потому что масла много, и это костяшки. Если бы мы работали с подкожно-жировой клетчаткой, было бы наоборот. Вот такой он антицеллюлитный массаж. Это самая простая техника. Можно вот банкой попробовать, тоже здесь она лежит. Обычно я на икроножной мышце не работаю банкой. Еле-еле, да? Чуть-чуть. Небольшой вакуум. И можно другой рукой костяшку подключать, например. Чтобы был такой эффект двойной. Можно отойти в сторону чуть-чуть, Роман, сюда вот так, и попробовать на ягодице работать. Здесь кресло немножко будет мешать, может быть, вот так вот, да, даже. Я сейчас упираюсь, вот именно чтобы менять положение тела. Не отсюда работать с ягодицей, а встать под углом 90 градусов к зоне и поработать вот с ней. Попробовать так. Может, так удобнее будет. Можно стол подвинуть. Раз, и с другой стороны подвиньте, пожалуйста, чуть-чуть. Ту сторону, чтобы вам удобнее было стоять. Отлично, все. Прям под углом 90 градусов к ягодице. И можно одной рукой сильно работать, а другой слабее. Если будете работать медленнее, будет более чувствительно, чтобы костяшки прям глубоко проникали. Чем быстрее. Скорость можно использовать на начальном этапе, потому что это такая адаптация некая. Либо ее не использовать вообще, а использовать просто меньшую силу на начальном этапе. И с банкой, естественно, мы с силой работаем вверх. Нажали на банку. Здесь масла нужно побольше, а здесь будет больно. Сейчас я побольше масла дам к банке, и будет уже более удобно работать банкой. Мы не приподнимаем ее, а надавливаем на банку и надавливаем на основание ладони. То есть у нас основание ладони лежит на клиенте. И мы ведем, когда банку вверх, мы еще прикладываем усилие к основанию ладони. А вниз мы ее просто пальцем цепляем и ведем вниз банку. А вверх уже и основание ладони прикладываем. Но у нас банка еще здесь. Вот такое движение. А обратно пальцем зацепили и уже без давления вниз. То есть давление только вверх, когда мы банкой работаем. И основание ладони тоже. Также можно банкой поработать на внутренней поверхности. Одной рукой, получается,
фиксировать зону, а другой работать банкой. То есть вот такими движениями, банка между двух пальцев. Но основание ладони тоже лежит на клиенте. Ну все, Ален, завтра вы не сядете. Помолодели, теперь 10 минут. Приятная кожа. Понятно, да, про антицеллюлитный массаж. Что еще можно сделать? Можно, когда масла мало, например, или его много, можно сделать это через полотенце, тем самым, убрав масло, поработать с подкожно-жировой клетчаткой, образовывав такой вот подкожный валик из подкожно-жировой клетчатки. Я это делаю тогда у тех клиентов, у которых это можно сделать. Если я чувствую, что это сделать невозможно, и что это будет непродуктивно, я этого не делаю. Я больше работаю банкой, скребками, руками. То есть я вот здесь вот, например, почувствовала, что, наверное, это будет очень больно, да, и мне тяжело здесь валик организовать. Даже, например, если я локти вперед выдвигаю, пальчики сгибаю, делаю не мышечный валик, а из подкожно-жировой клетчатки валик, все равно достаточно тяжеловато. Поэтому каждому клиенту нужен индивидуальный подход. Если я чувствую, что это движение неисполнимо, например, на данном клиенте, да, или оно будет непродуктивно на данном клиенте, я его просто делать не буду. И здесь такой ошибкой является многих мастеров, что нужно сделать все движения, которые вы выучили когда-то, и нужно воплотить их в жизнь на каждом клиенте. На самом деле это не так. То есть на каждом клиенте нужно воплощать те движения, которые доступны этому клиенту по ощущениям и которые доступны вам как мастеру по именно действию. Если вы его не можете сделать, этот валик, мы делаем это движение, например, банкой, да? Ну, то есть прорабатываем внутреннюю поверхность бедра, которую можно прорабатывать, мы ее прорабатываем банкой. То есть ее даже нужно прорабатывать чуть-чуть послабее. Здесь почему было больно? Потому что я сделала длинное движение банка, а это всегда чувствительнее. Делаю более короткое. Ну все, Алена невыносимо. Тогда я буду применять более такое вот легкое движение, не костяшками, а вот этой частью пальчиков. Так терпимо, Ален? Ну, то есть Алене подойдет такое движение пока, да, на 5-м сеансе, может быть, уже можно будет сделать вакуум на всю банку, и будет подкожный валик из подкожно-жировой клетчатки, тоже я смогу сделать сильно, и Алена уже адаптируется, но пока так. То есть не нужно клиенту навязывать, что он должен терпеть, что я делаю совсем слабо. Теперь стопы попробуем. Смотрите, давайте я покажу, как стопы делать. Обычно я руку кладу и кладу на руку стопу, чтобы было куда упираться. То есть вот это положение будет неверным, да, рука падает. Рука моя, тыльная часть ладони, должна лежать на валике. И я сдвигаю мышцу под углом 45 градусов, провожу по стопе основанием ладони и потом ухожу на мягкую часть. Жесткой частью предплечья, мягкой частью. Ну, такие движения, они достаточно приятные. Помним, что мы делаем это телом. Я сейчас показала без применения, так скажем, тела, без воздействия тела. И сейчас я уже это делаю телом. Переношу вес тела на одну стопу, на другую стопу. Так получается. Если я буду делать это без тела, я просто буду в статике и делать это рукой. Но это будет более поверхностно. Если я буду делать это телом, это можно сделать более глубоко. Дальше движения могут быть в 3 направлениях. То есть получается срединная линия, когда мы стопу делим напополам. Одна линия, которая идет под углом 45 градусов, и третья линия, которая тоже идет под углом 45 градусов от средней линии. И по этой линии не нужно стараться со всей силы выжать одну линию до конца. То есть маленькими-маленькими шажочками, достаточно сильными, мы идем потихоньку по линии.
сталкиваемся, например, с костной тканью, да, вы чувствуете, все, здесь уже лежачий полицейский, как я говорила, и чувствуется, что вы здесь не проходите, либо вам нужно что-то преодолеть. Вы просто уменьшаете силу и дальше идете с той же силой. То есть не нужно преодолевать, нужно просто перешагнуть и дальше работать. И также можно это делать более жестко с помощью костяшек. Локоть выдвигаем, и тогда получается угол 90 градусов и давление более сильное. Так давление будет более слабое. Здесь будет более сильное. Начинаем с костяшек. Здесь я использую, кстати, чаще крем, потому что проскальзывание идет. Можно крем нанести, и будет более комфортно работать. Можно с мягкой частью стопы. Видите, локоть, он у меня уходит, то есть он начинает более жестко, 90 градусов, угол уменьшается, естественно, сила уменьшается воздействие. Можно это делать просто локоть держа стабильно, но тогда выпрямляя пальцы. То есть две позиции есть. Либо я пальцы выпрямляю, либо я работаю локтем. Вот сейчас пальцы выпрямляю, либо локтем работаю. Как удобно, то есть можно менять. Ну, здесь на пятке совсем коротенькие движения, прям коротенькие. Не больно? Ну, чувствуется? Да. Угу. То есть, да, костяшкой сильно и ушли, прям расслабились. Мастеру тоже важно отдыхать, чтобы в нужный момент времени сделать сильное движение. Клиент тоже будет отдыхать, когда он будет чувствовать приятное такое движение и отдыхать от сильного. Нельзя постоянно ощущать на массаже боль. Угу. Можно двумя пальцами. Когда делаете поочередно, будет более мягко, но можно поочередно. Просто знайте, что это более мягко. Если хотите более жестче делать, то тогда можно двумя пальцами делать и по одной линии несколько раз. Вот раз, два, три. Потом перешли на другой участок уже. Почему я люблю крем на стопы наносить? Потому что он более такой какой-то пластичный, более что ли жирный и не дает проскальзывать как масло. Вы сейчас это почувствуете. Оно немножко с охлаждающим действием, это средство. Сейчас попробуем. И уже даже костяшками легче работать. Да, нет такого проскальзывания. Сейчас он еще впитается побольше. То есть я рекомендую все-таки на стопы наносить какой-нибудь крем, когда вы со стопами работаете, не по маслу работать. Да, другое ощущение. Нет такого проскальзывания, нету такого какого-то затыка, да, когда ты, да, более плавно, более пластично. А по маслу, получается, ты идешь, и в какой-то период ты то быстрее делаешь, то ты как-то она вот медленнее, да, замирание движения происходит. Пятку тоже вот можно основанием большого пальца, вот весом, раз я повисла, сейчас напрягаю пресс, ягодицы и пошла вниз, присела. Можно это просто руками делать, чуть-чуть приседать, можно сильнее. Попробуйте. Если это движение не получается, или вы не понимаете, как его делать, вот не получается и все, тогда можете его не делать, можете его сделать по-другому. Поверьте, очень много похожих движений, которые могут заменить те, которые не получаются. А цель и суть будет одна. Лучше, да, по пятке работать через крем? Да. По крему, точнее. Да нет, любой крем, просто крем, да, потому что там ланолин может содержаться, еще другие какие-то вещества, которые дают, может быть, глицерин там растительный содержится, который дает более такой пластичность, чем масло. Это более такое мягкое движение будет, когда на себя. Попробуйте вот это движение по мышце, прям костяшками. Оно легко, легкое такое. Да, по ахиллу прям.
бахил между пальцев получается. Да. Можно по нему провести. Можно сначала между пальцами, а можно следующие 3 движения по ахиллу провести, по сухожилию. Ну и все, на одной зоне там можно не тормозить, можно опять на икроножную мышцу переходить. И если это нагрелось, прям тело так хорошо, разогрелось сильно. И если это не антицеллюлитный массаж, то мы, конечно, там резкие движения какие не делаем, долго-долго не массируем, более там поверхностно. Если антицеллюлитный, то, конечно, помощнее делаем банку, присоединяем. Можно скребки разные, там еще какие-нибудь. Что у нас еще может быть? Камни, которые в виде, там, бывают скребков гуаша, тоже такие большие. То есть можно использовать что угодно. И банки, и скребки при антицеллюлитном массаже. Но я всегда у клиента узнаю, когда он приходит на антицеллюлитный массаж, я говорю, какой вы предпочитаете? Или если я собираюсь работать банкой, я всегда спрашиваю, не просто здесь ниоткуда возникла банка на клиенте, и он такой говорит, а что это такое? Я всегда спрашиваю, вы не против, если я сейчас поработаю банкой? Это будет вакуумный массаж, он предназначен для того, чтобы вызвать прилив крови к поверхности, для того, чтобы улучшить метаболизм и процессы быстрее запустить при антицеллюлитном массаже, потому что руками я буду долго разогревать, я это чувствую, что бывают клиенты с плохой реакцией, и гиперемия у них появляется достаточно не скоро. И я предупреждаю клиента, он говорит, да, я не против, и тогда я уже применяю банку. Ну, то есть просто из ниоткуда появился скребок или банка, такого не должно быть. Это лишает доверия к мастеру, то есть у клиента. Поэтому обязательно нужно обговаривать такие моменты, если вы что-то собираетесь, какие-то там массажеры применять.